Новинка в мире вкладышей с активным шумоподавлением, которое имеет адаптивный и ручной режим. Также данная модель может похвастаться пространственным звуком с отслеживанием положения головы, удобным управлением, регулировкой громкости прямо с наушников, официальным приложением, 3 микрофонами с алгоритмом шумоподавления на базе АИ искусственного интеллекта, защитой класса IP54, разумеется, от влаги, но топить их нельзя. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Buds 4. Притом Xiaomi Buds 4 Pro у меня уже были на канале давно, но это-то вкладыши. Как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. И получилось ли у них победить Huawei FreeBuds 4, которые являются лучшими на рынке. И сразу спасибо Василию за предоставленный Xiaomi Buds 4. Я купил их у него. Мы все с вами прекрасно знаем его как лучшего продавца новинок и элитной техники. Он, кстати, открыл телеграм-канал «Пекин близко». Теперь самые сочные эксклюзивы из Китая, смартфоны, другая премиальная техника можно заказать через него. Ссылочка в описании к ролику. Я купил у него 3 девайса. Все, что купил на Али, оно все еще идет. И эти наушники тоже. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке из плотного картона. Разумеется, на ней есть изображение и краткая информация модели. Выглядит упаковка презентабельно. Пакинг хороший, но ничем не примечательный. В комплекте мы имеем бокс, вкладыши, краткое руководство и кабель USB Type-C для зарядки. Бокс весит 38 граммов, а один наушник 4,4 грамма. Габариты бокса небольшие. 57 на 51 на 27 мм. Наушники также не особо большие, 31 на 19 на 19 мм. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой, на которой есть маркировка left и right, и это довольно прикольно выглядит. Его размеры 7,1 на 5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых бывает под конец месяца много, всегда в описании. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал, я туда скидываю результаты тестов до готовности роликов. Допустим, недавно я тестировал Xiaomi 13 Pro и Vivo X90 Pro Plus. По этим железкам люди задавали вопросы в телеге, и не все, разумеется, вошло в обзор. Обзоры и так по 35 минут, поэтому смотрим на новиночки. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Не забываем подписываться на болталку, нас там 14 тысяч человек. И телеграм-канал скидок, нас там уже 83 тысячи человек. Ну, перейдем же, наконец, к наушникам. Полетели. В продаже имеется 3 расцветки на выбор. Это черная, белая и зеленая. Дизайн бокса практически такой же, как и в Pro-версии. Выполнен он из глянцевого пластика, качество материалов топовое. Но по сборке есть один неприятный момент. Крышка неплотно закрывается. Из-за этого видны небольшие зазоры, особенно с лицевой части. И как многие говорят: Александр, это не критично. Для очень многих критично. Почитайте отзывы. Люди не только на это обращают внимание. Тактильно бокс приятный и не скользкий. В кармане не мешается, так как бокс довольно компактный. На корпусе расположили надпись Xiaomi, LED-индикатор, кнопку сопряжения и хорошо оформленный разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, люфт у крышки есть, но он минимальный, только в закрытом состоянии бокса. Хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри все оформлено минималистично, есть краткая информация и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе гуляют, и вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса нереально. С открытой крышкой бокса вытряхнуть наушники тоже довольно сложно, но можно. Извлекать наушники из бокса очень удобно, за что плюс. Емкость аккумулятора 480 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 15 минут. Беспроводной зарядки нет, что фейл, как по мне, за подобную стоимость. Я бы даже сказал, это странно. С другой стороны, вспоминаем Huawei FreeBuds 4, который, к слову, у меня на руках. В китайской версии у них была беспроводная зарядка бокса, а в локализованной нашей родной нет. Global получается хуже, чем Китай. Но здесь китайская версия, и беспроводной зарядки у Xiaomi нету. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим к ушам. Большая часть наушников изготовлена из такого же материала, как и бокс, но также есть интересная вставка. Дизайн лично мне нравится, и несмотря на то, что они глянцевые, сборка отличная, как и качество материалов. Посадка комфортная, и эргономика данных вкладышей хорошая, так как при длительной носке уши не устают, и наушники в ушах сидят уверенно, даже если потрясти головой. Они не вылетают, но приходится их поправлять. С другой стороны, помним, что все это плюс-минус те же реплики, которые делают яблоки много-много лет. То есть по форме вкладыши практически все одинаковые, кроме супер дешевых. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчик обнаружения уха и область сжатия. Из команд на борту плей-паузы, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и обычным. Последний — это вызов голосового помощника. Одиночное нажатие на борту, его переназначить нельзя. На него зашита Play
плей-пауза. В приложении можно настроить тапы, что удобно. На нажатие откликаются наушники хорошо и быстро. Также отмечу, насколько удобно управлять наушниками, так как регулировать громкость можно с одного наушника и тянуться рукой к одному наушнику, чтобы уменьшить громкость, а потом к другому, чтобы увеличить, не нужно. Команды сопровождаются системными звуками, никакой озвучки на китайском языке нет, хотя опять же версия для Китая. Наушники оснащены 11-миллиметровыми динамическими драйверами с графеновым двойным магнитным блоком для усиления низких частот. Активное шумоподавление на борту вспоминаем те же Huawei FreeBuds 4, которые больше 1,5 лет назад уже презентовали вкладыши с активным шумодавом, и которые являются лучшими на рынке. В Xiaomi Buds 4 активный шумодав работает даже с одним наушником. Он имеет ручную настройку с 2 режимами работы, а также адаптивный режим, что вообще шикарно. Учитывая форм-фактор наушников, мне лично понравилась работа активного шумодава, особенно в адаптивном режиме, так как громкие звуки не отрезаются, а раздражающий посторонний шум, особенно монотонный, глушится неплохо. Режима прозрачности, разумеется, нет, он здесь и не нужен, это вкладыши. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают. И при подключении здесь бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинт на 2 устройства на борту, что очень упрощает жизнь, то есть можете к ноутбуку и телефону подключить, допустим, одновременно. Датчики обнаружения уха есть, и отрабатывают они быстро. Ко всему в приложении их можно отключить или включить, как и мультипоинт. А также удобное окошко для быстрого доступа в шторке смартфона тоже в наличии. Анимации я не обнаружил, она есть только с телефонами Xiaomi, так что знайте. В приложении можно включить функцию адаптивного звука, которая в автоматическом режиме настраивает звучание, учитывая окружение и форму уха. Не сказал бы, что изменения в звуке легко заметить, да, оно есть, но небольшое. Я больше предпочитаю слушать музыку без этой функции. Также наушники поддерживают пространственный звук с отслеживанием положения головы, и это дело работает быстро. Как мы все знаем, это не новинка в мире технологий. Этой штуке уже больше года. Сказать, что я часто использую данную функцию, я не могу, так как лично для меня она не особо актуальна. Только поигрался и все. Но однозначно кому-то она зайдет больше, чем мне. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки занимает до 1 часа. Отыграли наушники на 65% громкости по кодеку LHDC без технологии пространственного аудио и без активированного активного шумодава 5 часов 15 минут, что является отличным результатом, особенно для вкладышей. С боксом они могут прослужить до 28 часов свободно. Все зависит от сценария использования, разумеется. Быстрая зарядка на борту, и за 10 минут они дают в моем случае 2 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость класса IP54 только у наушников. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего я прослушивал их, по итогу с ними все в порядке, функционал не пострадал, и на звучание это никак не повлияло. Всем, кто беспокоится, кто у меня наушники эти купит, посмотрите, у меня есть топ-100 наушников на канале. Я наушники очень редко продаю, тем более такие топовые, как Xiaomi. Это вторые наушники с активным шумоподавлением вообще на рынке среди вкладышей. Во всяком случае, известных мне брендов. Может быть, третий эшелон что-то и делал, но я пока еще не встречал. Разумеется, IP54 защищает только от влаги, максимум пота или мелкого дождика. Топить их ни в коем случае нельзя. Но у меня они жили после утопления. Еще раз, микрофоны тестируются до утопления. Данную пару можно подключить к приложению под названием Xiaomi Earbuds. Чтобы подключить данные наушники, нужно выбрать регион Китай, как и в версии Pro. Приложение будет доступно на русском языке, что круто. На главной странице с подключенными наушниками мы имеем заряд аккумуляторов наушников и бокса по отдельности, вдобавок в процентах. Кроме вышеперечисленного мною в приложении есть поиск наушников, обновление прошивки, которая, к слову, мне уже прилетала. И по факту все. Приложение работает корректно и довольно оно удобное по мне, но в нем нет предустановок эквалайзера и кастомного эквалайзера, что является огромнейшим минусом. Да, можно воспользоваться эквалайзером в каком-нибудь плеере, в телефоне, в конце концов, у некоторых телефонов есть настройки, но куда удобнее настроить один раз эквалайзер в стоковом приложении, и тогда во всех серфисах с музыкой будет работать именно этот эквалайзер, как вы их настроили. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту AAC и SBC, также есть LHDC версии 5.0 с передачей звука Hi-Res качества. Но это в случае, если ваше устройство поддерживает этот кодек. И, разумеется, вам необходимо, собственно, такого же качества записей. Через одну стену не отваливаются наушники, как и через 2 стены фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна, в целом, как и в играх. И не надо мне писать, что YouTube, он всегда делает так, чтобы у вас не было задержки. У меня есть беспроводные наушники, в которых YouTube не справляется. С этими все в порядке. Играть в шутеры довольно комфортно, примеры вы сейчас увидите по задержке на экране.
Микрофоны с шумоподавлением AI отрабатывает данная система хорошо, голос сильно не искажается, и посторонние шумы глушатся неплохо. Но легкий перегруз есть, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Xiaomi Buds 4 условия вы видите. Я бы не сказал, что они довольно сложные, но вот какие есть, такие есть. Насколько хороши микрофоны, опять же, решать вам, но помним, что если у вас смартфон Xiaomi, при любом раскладе микро будут работать лучше. Если какой-то другой смартфон, то хуже. Плюс не забываем, что существуют помехи в конце концов, если вы идете под кабельным хозяйством, допустим, и еще море различных условий. Звучание я тестировал без пространственного звука и без адаптивного звучания. На 100% громкости каша небольшая, но есть, но если слушать музыку ниже 95% громкости, все отлично. Запас громкости есть, но небольшой. Я прослушивал музыку не выше, чем на 85% громкости, а вообще рекомендую, наверное, на 70 слушать максимум. Если вам этих 70 будет не хватать, вам необходимо идти к лору. Я повторяюсь, с возрастом, так же как и из-за внешних факторов, допустим, работы, слух падает. Средние частоты с хорошей проработкой, высокие звучат приятно и четко, детальность звучания отличная, инструментал различим, вокал отыгрывают ярко. Как по мне, данная пара показала себя очень достойно в плане звучания, и, повторяюсь, с низкими частотами Xiaomi хорошо поработала. Но вы же ждете от меня, чтобы я сказал, лучше ли Huawei FreeBuds 4 или нет? Лучше по звуку они. Лучше. Из минусов: нет эквалайзеров, нет беспроводной зарядки бокса, однозначно кому-то громкости будет слегка не хватать, а также цена конкретно завышена. То есть на Алиэкспрессе я покупал их примерно за 8000 рублей, когда Huawei FreeBuds 4 можно примерно за те же деньги прямо здесь у дома купить. И еще раз повторяюсь, что активный шумодав, что звук у них лучше. Опять же по мне. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на мой личный телеграм-канал. Там сможете писать мне все, что обо мне думаете. Без особого мата и хамства, иначе заблочу, конечно. Но пообщаться буду рад даже с критиками. Очень сильно. Резюмируя, беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 отличные, вкладыши с приятным звучанием, хорошим набором функций, стильным дизайном, качественными материалами и отличной эргономикой наушников. Не сказал бы, что я в восторге, но я считаю, что данная модель получилась удачно. Как по мне, практически всем фанатам Xiaomi она зайдет 1000000%. Кроме этих наушников я вообще ничего не могу вам советовать, потому что экосистема решает. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на канал, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.